Господа, после всех наших последних сугубо научных видео, от которых у многих из вас поднялась температура, мы решили немножечко отдохнуть. Я, в общем-то, тоже люблю быть мудаком, это довольно прикольно, поэтому именно сегодня мы просто выключили мозг и делаем то, что хотим. Тем более мы хотели это сделать еще с самого лета. Золото — это все очень здорово, но нужно какая-нибудь изюминка в золоте. Просто слиток — это, конечно, класс, но теперь мы будем не просто тачкой, а супер тачкой. Это вообще не все. У нас такого, знаете, сколько? Самые грамотные из вас уже поняли, для чего эти наклейки и что теперь будет с оказией. В общем-то, начнем. Реально уже на третьей, на 10-й наклейке уже все так идеально получается. Прямо я уже мастер. Теперь десятинка может смело меня взять на работу. Унитазы мыть. Ну и, естественно, сердце автора не выдержало, что еще слишком много свободного места на оказии, не обклеенного. И я придумал главную наклейку вообще всего автомобиля. Ну да, ребята, на русских тачках Burnout выглядит именно так. Но дым-то был? Дым был. Все, огонь, больше жогово. Вначале, естественно, сердце подростка не выдержало. Первое мудачество, которое мы должны совершить, это, приехав в наш тупичок, где, в общем-то, больше никого абсолютно нет, надо подрифтить на переднем приводе. Просто надо подрифтить. Все, нет времени объяснять. Так, но если кто-то из вас думает, что на самом деле это все дурачество и шутки, да не шиша. Вы посмотрите, как нервничает автомобиль. Оказия вспотела. Это первый случай, когда механизм испытывает страх. Не спасает даже портретик космонавта. И все потому, что эта тачка знает, что мы сюда приехали не для того, чтобы тупо поугарать по льду. Так может любой мудак. Мы сюда приехали для настоящего жогового. Ребята на шиномонтаже, когда увидели, что мы берем, и узнали, для чего мы это делаем, они даже отдали нам домкрат часа на 2, пока мы снимаем, просто по приколу, типа за уважуху. Вот так вот, ребят, оказия вдохновляет. Так, кстати, быстро, удобно, прям на Формуле 1 как будто вообще. И мы ставим наши новые, легкие, легкосплавные, маленькие, волшебные дисочки, которые я купил на сайте по продаже всякого барахла всего за 2000 рублей. К ним даже в нагрузку шла резина. Но резина нам сегодня не понадобится, поэтому ее пришлось на шинке даже специально снять. Диски, кстати, весьма конченого характера, если что. Кстати, даже грузик есть. То есть, по идее, руль на сотке бить не должно. Бить меня должно, скорее всего, на сотке. В истерике просто. Есть небольшая проблема. Мы не можем на такой машине выехать на дороге общего пользования. Поэтому мы и уехали на эти территории специально. Здесь никого нет. И у нас даже есть специальные машины, которые нам помогают. Они перекрывают сюда въезд и выезд. Если кому-то нужно проехать, нам быстренько по рации сообщают, и мы все это останавливаем. Оу! 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 Да мы... Погоди, как так, Вася? А что делать теперь? О, движуха. Ништяк. В крайнем случае мы вот так поедем на шиномонтаж. Но мы этого вам никогда не покажем. Бом!
Это очень громко. Это капец, просто такие ощущения. А искры есть, нет? Сейчас будут. Как низенько лежит, да, ребята, 12-е тапочки, 12-е тапочки. Ты смотри, глушитель прямо стелит, Вася, стелит красиво, вообще сзади прямо вах. Просто смерть. Смотри. Сдохни! Ненавижу! Мразь! Нет! Это АК, чувак! Нет! Как нам это все опустить теперь, а? Боль! Бампер! Тварь! Тварь, бампер прямо вырвала! Какая жесть! Нет! Пожалуйста! Убейте меня, твари! Ну все, вот норм, едем. И ничего даже не чиркает. Вы реально посмотрите. Вообще гениальное занижение, гениальное. Slow, got the club get low, work that ass slow, got the club get low, work that ass slow, got the club get low, work that ass slow, got the club get low, work that. Это ненормально. 100% это ненормально. Но диск так. Диск кобзда. Я забыл гайки еще затянуть. Ну это ладно. Это мелочи. Да, это очень интересное ощущение, я хочу сказать, ребята. Знаете, какой основной прикол? Пахнет болгаркой в салоне, потому что железо же горит, искры. И такое ощущение, что вы что-то пилите какую-то трубу. Это больше жогово, это круто. Эх, жалко, что нельзя по городу так ездить. Я бы погонялся. Но это слишком опасно. А мы вас уже полчасика ждем. Думаем, нас обязательно захватят. Да. Все, сейчас все покажу. Что происходит? Но нам нужно вот прямо авторитетное мнение. Какой штраф полагается? А вызвал кто-то с вас или просто? Нет, никто не вызовет, если вы здесь будете. Одно дело там потратить. Не, я туда не хочу ехать. Зачем? У меня еще много дел сегодня и вообще. Порча дорог. Да? 12.33, там 12.33, 12.34. Сейчас Так. кодекс. И по резине. Я не смог в правилах найти. Что именно? То есть у нас сейчас вот какая резина? Вот как это трактовать? Будет 12.5. Так, это у нас 500 рублей или предупреждение. Но здесь явно не предупреждение, потому что это цинично, я считаю. Здесь, если так будут продолжать, то, возможно, вам вынесение требований. Так. Сотрудник полиции, будет, написано, что устранить, прекратить противоправное действие, соответственно, отметка в компьютере, повторно вас смотрит, если было нарушение, то, соответственно, уже будет как неповиновение, что вы не выполняете законного требования. Понятно. А про порчу? Про порчу... Это уже можно вызвать патрульно-постовую? Да, конечно. То есть, если так человек сильно лихачит, то его прижмут так, что он до вечера будет только протоколы, да, заполнять? Дороги. Потому что же по дорогам штраф-то не маленький, там 5000 Порше. Вот там ничего себе. А что, пробовали проехать? Нет. А что? Но... Так хоть для самого себя. Ну, а как? Как же я вам сейчас расскажу, что мы нарушали закон? Ну что вы?
Нет, это невозможно, абсолютно. Мы не нарушали ни в коем случае. Вопрос, вы сами клюнка аптеки? У вас цвет по паспорту? Черный. О, а у вас как золотистая. Как золотистая, да. Это что значит, соответственно? Пленка, мне говорили, это не считается покрытием, оно вроде как временное. То есть именно все равно только внешний цвет, да, имеет значение? Зеркальной пленкой, да, и даже лоб желтый закатан, поэтому на ней нельзя ездить вообще. Сразу прилиплем, мы знаем. Да, она вся вообще дикая, и пружины пиленные вроде как тоже нельзя, да, насколько я понимаю? Все технически неисправность. Эвакуаторы сюда приехали, да? Конечно. У нас и все визитки с собой, и все. Всего доброго. Вон того же. Ага. В общем, вы все слышали сами. Если попытаться на такой тачке ездить, вам капец. Оказия не может существовать в реальности, к сожалению. Хотя такая классная тачка, а? Значит, смотрите, у нас какая произошла ситуация. Во-первых, от диска там отделился край. Я не знаю почему. Просто сам по себе диск неспокойно на районе по-прежнему продолжают. Диск просто рассыпался, представляете? От него отделилась полоса, она такая в круг, и ее пошло наматывать. Она вполне реально может размолотить тормоза, куда-нибудь расклиниться, порвать пыльник гранаты, естественно. Мне повезло, я сразу заметил. Но сейчас я ее вытащу специально для вас. Но это реально дичь. То есть вот очень-очень опасно, смотрите. Все, диск просто разрушается на глазах. Значит, инспектора никто не вызывал, это просто было патрулирование обычной территории, то есть пока что мы еще никого не раздражаем, поэтому финалочка. Порча дорожного полотна, статья 34. 5000 рублей. Убиваем диски до конца, потому что нам они больше не нужны. Но в принципе все, он кончился. Ставим обратно резину, вызываем эвакуатор и едем домой. Домкрат никуда под машину не влезает, вообще никуда. Пороги, опа, они вообще, ну то есть ни под что не подзамкратятся. А ехать так и не хочу, потому что там наверняка засада. Поэтому у нас осталась там досочка, с которой мы съезжали. И сейчас мы будем с вами изучать физику, дорогие мои школьнички. Распрекрасные. Потому что если у нас есть рычаг, у нас есть вообще все. Дальше уехала. Третий раз. Сейчас. Потому что к мышцам еще должна быть смекалочка. Кладем досочку за диском и просто переставляем тачку на досочку. 3 подхода, ребят. 3 подхода по 600 килограмм. Антикач, спина, коленки. Вот это вот она, где мышцы-то. Оп. Работаем. Итак, по дискам у нас в конце, значит, передние диски проточила кромку, естественно. То есть, смотрите, вот это вот практически, во, видите, во. Вот так диски расползаются. Зад. Каждый раз, когда вы нажимаете на тормоз, задние диски блокируются и проминают вот такую фигню. Потом, когда едете, начинается вот это вот. То же самое с другой стороны, смотрите. То есть жизнь железного диска без резины это несколько минут на самом деле. Вон, прямо стесало. Все. Да, оказия и по сей день остается лучшим средством от депрессии в этой галактике. Понимаете, в этом сером городе это единственное пятно радости, безумия, отчаяния, всего чего угодно. Это просто счастье. По итогу сегодняшних испытаний я хочу сказать, что ни в коем случае этого нельзя повторять. Нам повезло, что у нас еще было сыро, а если бы, допустим, было сухо и жарко, от этих искр машина вполне могла даже загореться. Инспектор сказал, что вообще в данном случае это штраф 5000 рублей за порчу полотна дорожного покрытия, 500 рублей за то, что у нас протектор меньше 2 мм, далее тонировочка еще, сверху еще то, что пленка не соответствует цвету и так далее. Вы обратили внимание, что первое, что сделал инспектор,
инспектор проверил номер двигателя. Если бы я повелся на ваши рассуждения на тему, что нужно ставить 8-рочный двиг и так далее, эти съемки бы закончились тем, что тачка уехала бы на эвакуаторе и проект закончился. Ввиду этого решайте сами, нужно вам корчевать оказию на скорость или нет. Потому что это очень опасно. В остальном же мне сегодня все очень понравилось. Но, слушайте, с этой тачкой я никогда не буду грустить. Всем вам желаю, чтобы у вас в жизни была такая же машина, чтобы все было так же круто. Полиция Дубая на страже вашего позитива. Больше Жогова, всем огромной удачи и пока. Ну а пока парни на заднем плане колбасят салон Оказии, это на следующий выпуск. Мы там уничтожим Антона Воротникова, ну чуть-чуть буквально. Не надо уничтожать? Нет? Не будет. Хорошо. Я спешу сделать небольшое объявление. Компания ВМП Авто запустила новую акцию. Вы покупаете флакончик присадки «Ресурс» в любом ближайшем возле вас магазине, заливаете его в свой автомобиль, фиксируете эффект на фото и видео, пишите честный отзыв на Drive 2, скидываете его по ссылочкам в описании, которые вот под этим видео будет, и первые 250 участников акции получат на свой мобильный телефон 400 рублей. То есть вам будет компенсирована стоимость этой самой присадки. Спешите, я уже залил.